После того, как мы эмигрировали в Канаду, при первой же возможности мы, конечно же, поехали посмотреть на Банф. Мы выехали, когда еще не рассвело, чтобы успеть посмотреть достопримечательности в тот же день. Поначалу ехать было очень сложно, так как лил проливной дождь, и видимость была почти нулевой. Но как только прекратился дождь и рассвело, можно было ехать, наслаждаясь видами. Ну как видами? Степи и еще много равнин. Но зато посмотрите, какое тут красивое небо. Такое ощущение, что ты можешь дотянуться до облаков рукой. Мы проехали через 3 провинции – Манитоба, Саскачеван и почти всю Альберту. В сумме это примерно 1350 километров. И у нас на это ушло почти 14 часов. Калгари нас поразил сразу, как только мы въехали в город. Ура, цивилизация! Ура, цивилизация, реально! Где-то в цивилизации! Все, я понял, насколько мне надоело жить в этой деревне. Оплатив парковку, мы отправились изучать даунтаун столицы нефтяной провинции. Первое, что сильно отличало от даунтауна Виннипега, это то, что вечером тут кроме бомжей и наркоманов можно встретить нормальных людей, прилично одетых, гуляющих по городу. Очень оживленный город, живая музыка на улице, большое количество кафешек и ресторанов, работающих допоздна. На следующее утро мы отправились в городок Банф, который находится в национальном парке с одноименным названием. Чтобы добраться до одних из самых красивых мест Канады, мы проехали еще 130 километров, что заняло у нас еще 1,5 часа. И уже по дороге начались невероятные пейзажи. Подъезжая ближе к горам, мозг отказывался воспринимать их как реальные объекты. А это был как раз тот самый момент, когда мозг отказывался верить собственным глазам. Да и все время, пока мы пребывали в этих волшебных местах, создавалось ощущение, что горы — это просто компьютерная графика, которую сделали недостаточно реалистично. Банф – это маленький уютный туристический городок, окруженный величественными скалами и огромным количеством туристов со всего мира. Основался он благодаря горячим источникам и живет он исключительно туризмом. Он также является самым высоким городом в Канаде – 1383 метра над уровнем моря. А вот такого перекрестка я больше нигде не видел, когда одновременно останавливаются машины со всех сторон, и пешеходы могут переходить дорогу по всем направлениям, даже по диагонали. Исследовав город и прикупив немного сувениров, мы отправились немного похайкать и посмотреть на город с более высокой точки, где открывался панорамный вид. Затем мы поехали смотреть одни из самых живописных озер в мире. Кстати, если вы наберете в поиске «Канада озера», то в 90% Google вам покажет именно эти места.
Да, и что касается дороги. Обратите внимание на этот мост, он не совсем обычный, так как сделан специально для животных, чтобы они могли безопасно переходить с одной части леса в другую, разделенные скоростным шоссе. И вдоль шоссе по обе стороны установлен забор, который не дает животным доступа к самой дороге. Такие мосты для животных встречаются достаточно часто. Доехав до красивейшего озера на нашей планете, мы некоторое время постояли в очереди на парковку, но там не оказалось свободного места. Люди, которые регулировали движение, посоветовали нам сделать круг, то есть поехать обратно метров 500, развернуться и приехать еще раз, что мы и сделали. И слава богу, освободилось несколько парковочных мест, и мы смогли благополучно припарковать нашу машину. И это озеро Луис с потрясающей чистой изумрудной водой. Стой. Блин, а ведь кто-то свою бедную лошадь сюда вел. Ага. О, смотри, еще гона. Да, у нас жесткий. Насладившись видом, мы отправились хайкать в гору до озера Миррор, похожую на большую лужу, но с обалденным видом на скалу и лес. Теперь говна не будет. Да. О, мы дошли до вот этих вот водопадов. До вот такой вот красоты. Это стоило того. А там наверху горячий шоколад. Дальше мы поднялись до озера Агнес, где располагается знаменитый чайный домик. Тут мы заказали горячий шоколад, посидели у озера, отдохнули, набрали сил и отправились обратно. Кстати, мы также узнали, что воду для чая, кофе и горячего шоколада черпают прямо из этого озера. Вечером, вернувшись после ужина в доме, который мы сняли, мы приняли горячий джакузи прямо на крыше здания с потрясающим видом на город. Джакузи под открытым небом. О, горячий. Да. Хорошо. На следующее утро до рассвета мы отправились на остановку, чтобы поехать на автобусе к озеру Морейн.
так как стоянок для частных автомобилей возле озера там не предусмотрено. На остановке мы простояли почти 2 часа в очереди, чтобы попасть на автобус. Озеро Морейн – одно из самых живописных и узнаваемых мест в Канаде и, возможно, в мире. Главная особенность озера – это его ярко-бирюзовый цвет, который кажется почти нереальным. Этот оттенок появляется благодаря так называемой ледниковой муке, мельчайшим частицам горных пород, которые попадают в воду при таянии ледников и отражают солнечный свет особым образом. Тут нам не хотелось никуда идти, а просто посидеть у озера и наслаждаться нереальной красотой канадской природы. На обратном пути в Виннипег мы посетили еще одно необычное место, это городок Драмхеллер. Это небольшой, но очень известный городок в Канаде. Его часто называют столицей динозавров мира. На въезде в город стоит табличка с названием города, на котором красуется тираннозавр Рекс, а в центре города стоит самая большая статуя в мире тираннозавра Рекс 26 метров высотой. В этом городке находят одни из самых богатых в мире отложений костей динозавров. Главная достопримечательность – Королевский музей Тиррелла, один из лучших палеонтологических музеев в мире, с реальными скелетами динозавров и интерактивными экспозициями. Тут даже можно наблюдать за работой ученых в реальной лаборатории через огромное окно. Да, смотри, какая это evolve and come across a few markers like extinctions, 5 major extinctions. По дороге в Виннипег, когда вокруг были одни равнины и уже начало темнеть, мозг рисовал иллюзию гор на горизонте, и складывалось впечатление, что ты все еще окружен скалистыми горами. Когда мы уже почти доехали до Виннипега, провинция Манитоба встречала нас завораживающим северным сиянием, который поначалу я принял за очередную иллюзию мозга как следствие усталости от дороги. Разбудив остальных пассажиров, я убедился в том, что сияние было реальным.